Сегодня предлагаю испечь французский деревенский хлеб длительной ферментации. Французский деревенский хлеб, как правило, содержит в себе некоторую часть ржаной муки, либо в закваске, либо в тесте. Так как наш хлеб будет длительной ферментации, то закваска, поставленная на ржаной муке, должна быть не очень кислой, чтобы в конечном итоге изделие у нас получилось не перекисленным и не перебродившим. Поэтому мы ставим тесто на закваске молодой. Что это значит? Это значит, что с вечера вам нужно будет освежить закваску, а на утро, когда она у вас будет активной и достаточно кислой, вам нужно будет сделать закваску, на которой вы уже будете ставить тесто. Эта закваска делается примерно за 1,5-2 часа до работы с тестом. В остальном же работа с данным тестом ничем не отличается от работы с обычным пшеничным тестом. То есть мы делаем 2 подхода, вымешиваем, делаем 2 подхода складываний в течение 3 часов брожения при комнатной температуре. Один подход через 30 минут, другой подход через час. И затем мы оставляем еще на 1,5 часа, после чего делаем формовку изделия и ставим в холодильник. Данный хлеб выпекается на муке 2-го сорта. Если у вас нет такой муки, то вы можете взять муку пшеничную обойную или цельнозерновую и 50% и смешать ее с мукой пшеничной высшего сорта. Однако она должна иметь процент белка в районе 11,5-12%. Смешав в равных частях эти оба сорта муки, вы сможете испечь хлеб, похожий по своим реологическим характеристикам на хлеб из муки 2-го сорта. Так как тесто у нас будет бродить в холоде целую ночь, то делать предварительную формовку не обязательно. Перед тем, как убрать тесто на брожение в холодильник, желательно дать ему стартовое брожение в течение часа-полтора при комнатной температуре, а затем поместить в холод. Выпекать прямо из холодильника, предварительно сделав надрезы. Французский крестьянский хлеб – один из наиболее популярных сортов хлеба. Он долго не черствеет за счет того, что в его составе находится ржаная мука, а также он имеет достаточно толстую корочку, которая также предотвращает его от высыхания. Если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк,
А может быть, разместите ссылку на этот эфир в своих социальных сетях. Пейте на здоровье!